Привет, друзья! В Берлине стартует масштабный проект, который может стать крупнейшим с момента объединения Германии. Его условное название «Цифровой щит». Это не просто цифровизация, это платформа тотального мониторинга, миграция, энергетика, оборона. Все под постоянным цифровым контролем. В основе системы сложная сетевая архитектура, подключенная к военным и промышленным серверам, базам МВД, Минобороны и частным подрядчикам. По утечкам система уже тестируется в регионах страны, там отслеживается передвижение беженцев, расход топлива и трафик в приграничных зонах. Вся информация стекается в единый центр в Берлине. Официально проект называют оптимизацией управления в кризисных условиях. Но на деле это начало цифрового контроля в немецком стиле, где каждое движение фиксируется, анализируется и сопоставляется. Инициатива исходит от команды Мерца и напрямую связана с новой концепцией национальной безопасности. Журналисты уже прозвали этот механизм электронным министерством правды, причем запускается все без широкой парламентской процедуры в обход старой бюрократии. Новый порядок без дебатов. Но это только видимая сторона. Что же происходит за кулисами? Раньше такие проекты требовали месяцев согласования. Сейчас же все идет по административным указкам. Документы по цифровому счету утверждаются межведомственными короткими циклами, минуя полноценное слушание в Бундестаге. Это вызывает внеклассный шок у депутатов, особенно оппозиции. Но никто не поднимает шум. Проект подается как временная мера в условиях геополитической нестабильности. На деле это новая логика власти. По инсайтам у Мерца нет желания обсуждать детали с парламентом, его подход – это военная мобилизация. Есть задача, нужен инструмент, без лишних разговоров. Особое внимание на интеграцию с энергетическими данными крупнейших концернов. Корпорации вовлечены напрямую. Это уже не просто цифровизация отчетов, а платформа для контроля и превентивных решений. В правительстве этот процесс называют цифровой командной цепочкой. Министр не скрывает, это эксперимент с элементами суверенного и искусственного интеллекта надзора. Германия под руководством Мерца входит в режим наблюдения не для контроля граждан, а для оперативного принятия решений в реальном времени. А теперь внимание, в игру вступает тяжелая артиллерия. В Берлине зреет негласная революция. Промышленный сектор Германии больше не готов молчать. По инсайдам из деловых кругов, крупнейшие компании BASF, Siemens, Bosch, Volkswagen активно работают с новой экономической группой при канцлере Мерце. Все встречи проходят за закрытыми дверями, без прессы и без оглядки на Брюссель. Главная цель – это выйти из-под влияния Евросоюза в ключевых сферах экономики. В кулуарах формируется альтернативный промышленный план, где Еврокомиссия просто наблюдает. Обсуждаются схемы отказа от общеевропейских фондов, налоговых выравниваний и климатических квот. На смену приходит идея внутренней экономической автономии, без дотаций другим странам, без нагрузки на национальный бюджет. По данным, близким к лобби отрасли, создается новая структура «Союз производственного суверенитета». Их месседж прост – деньги тем, кто создает валовый внутренний продукт, а не бюрократам. В центре внимания перезапуск системы распределения ресурсов в интересах национальных корпораций, а не наднациональных соглашений. Мерц лично курирует эти процессы, его кабинет считает инициативы промышленников стратегическим активом. Это не мятеж, это новый центр силы, капитал и технологий напрямую с властью. Именно в этот момент все пошло по другому сценарию. Идея экономической суверенизации Германии обрела конкретные очертания. По инсайдам, канцелярия получила предложение от промышленно-финансовых групп вывести стратегические отрасли из-под юрисдикции Европейского Союза. Это подтверждают черновики Координационного совета, которые показывали ограниченному числу депутатов. Там прописан механизм перехода к национальной юрисдикции в энергетике, металлургии, автомобилестроении и фармацевтике. Это значит, Германия сама определяет нормы, стандарты и контракты без Брюсселя. Индустриальные гиганты получают доступ к новым налоговым коридорам и особым зонам регулирования. Главный инструмент. ЕС тормозит развитие. Если Германия хочет остаться индустриальной державой, нужна дерегуляция.
Созданы рабочие группы из инвесторов из Ближнего Востока и Южной Азии, готовые поддержать новую модель промышленной экспансии вне Европы. Европарламент в панике. Некоторые евродепутаты заявляют, такие шаги могут стать началом распада экономического единства. Но в Берлине настроены жестко. Это не саботаж, это новая промышленная стратегия Европы, но без самой Европы. Идеологом этого курса считают Мерца, и он не собирается отступать. Настоящая зачистка начинается именно сейчас, тихо и без громких пресс-релизов. Германия прощается с основами, заложенными еще при Меркель. По инсайдам из Минэкономики стартовала технологическая переархитектура, глубокая зачистка устаревших норм, бюрократии и экспертных платформ. Все ключевые направления – это инновации, цифровизация, экология, IT переписывается заново. Старые правила, сдерживающие развитие, выбрасывают как балласт. Под ударом не только протоколы и ведомства, но и чиновники, формировавшие меркелевскую Германию. Их меняют на технократов, проект-менеджеров, предпринимателей. Некоторые ведомства ликвидируют полностью, вместо них создают новые с прямой отчетностью перед канцелярией Мерца. Вводятся новые правила не обсуждения, а действия, не согласования, а реализация. Как говорят источники, Мерц хочет превратить Германию в операционную страну, где каждый управленец подчинен логике эффективности. Экспертные советы 2000-х ушли в отставку, вместо них группы быстрой оценки решений, где важна не юридическая безупречность, а скорость исполнения. Бывшие правила не работают, Германия не реформирует, она демонтирует и делает это очень быстро. Эпоха Меркель уходит не символично, а буквально разрушается основа ее управленческой архитектуры. В политике возникает новая реальность. Технологическая, бюрократическая Германия 2.0, где нет места старым догмам. Финальный штрих и старый порядок уже не вернется. То, что еще недавно было институциональным костяком, рассыпается на глазах. Министерство теряет полномочия, департаменты распускаются, на смену приходят операционные ячейки, гибкие структуры, подчиненные новым ведомствам. По информации из средств массовой информации, это масштабная реорганизация государственного аппарата. Комиссии, комитеты, экспертные группы – это пережиток прошлого. Новая Германия требует скорости, концентрации и результата. И Мерц не скрывает цель не обсуждать, а делать здесь и сейчас. Ключевые функции переходят в руки тех, кто умеет действовать: бизнес, армия, IT-команд. Тысячи чиновников получили уведомления о перепрофилировании, некоторые ведомства закрываются, их задачи перераспределяются между автономными операционными структурами без иерархии. Уходит там модель медленного государства, приходит оперативная республика. Эксперты сравнивают это со слиянием государства и стартапов, радикальный отход от бюрократии. Теперь решения не согласовываются, их запускают. Не все в политике согласны с таким курсом, но протестовать боятся. Поддержка Мерца среди элит и промышленников просто рекордна. Это уже не реформа, это снос старого режима и сборка новой системы. Под одной директивой: действовать быстро. Вопросы европейского согласования больше не на повестке. Германия идет своим путем, и этот путь ведет к совершенно новому управлению страной. В этом материале я поделился последними инсайдерскими данными и анализом важных процессов в Германии. Каждый сам решает, насколько эта информация впечатляет и меняет представление о текущих событиях. Если вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.